Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, вы на канале Moto Maximus, и сегодня мы вместе с вами ремонтируем редуктор на Yamaha Super Tenere. Ну точнее, как ремонтируем, будем менять на нем сальник, будем устранять на нем течь. Дело в том, что поездка на русский север не прошла бесследно. По возвращению у меня все-таки начал потеть кардан. Вы видите, вот заднее колесо у меня все заляпано маслом. Не могу сказать, что с него прям течет, но есть такое неприятное потение, которое пачкает колесо и наводит постоянно на мысли о том, есть ли у меня масло в редукторе или нет. А значит, нужно приводить все в порядок и менять потекший сальник. Дело в том, что на Yamaha Super Tenere, как раз таки на его редукторе, на кардане, выходной основной сальник большой, который выходит вот сюда к колесу, он течет где-то раз в 30 тысяч километров. Я на своем мотоцикле поменял его в 30 тысяч приблизительно, он потек, и потом второй раз он потек в районе 60 тысяч, я его заменил второй раз. Сейчас у меня 75 тысяч километров, и вот когда я возвращался с Териберки, я заметил первые потеки масла. Но когда я в Санкт-Петербурге переобувал колесо, я понял, что потек у меня не вот этот вот выходной сальник, а потек сальник второй, который стоит вот здесь вот. Он стоит прямо на валу. Рассказываю я это вам исключительно теоретически, потому что увидел это в мануале. Сам я туда пока что еще ни разу не лазил. Замечательная возможность выяснить, как там все устроено, и, конечно же, показать это вам. Поэтому давайте приступать к замене сальника второго и разберемся, насколько это сложно и можно ли это сделать в гаражных условиях, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов. Но, правда, у меня есть мануал подробный, я думаю, он нам в этом процессе поможет. Давайте, поехали, разбираем и смотрим, что там внутри. Да, и, кстати, на счастье у меня есть этот сальник, как раз таки, который потек. Потому что, когда я второй раз покупал большой сальник выходной в Ямахе в Москве, они мне посоветовали взять его. Говорят, слушай, говорит, ну если ты уже второй раз меняешь этот большой сальник, скорее всего, в ближайшее время у тебя потечет и этот. Я прислушался к дилеру, взял, и вот теперь он у меня есть. Ничего ждать, ничего заказывать не нужно. Нужно только умудриться все это разобрать и заменить. Ну, я думаю, у нас все получится. Вот, видите, как бы тут с сальником полный порядок. Никакой течи нету. А вот отсюда подтекает масло. Подтекает оно вот откуда-то отсюда с соединения. Там внутри стоит сальник. И вот его нам нужно заменить. Первоначально снимаем колесо. Все разбираем, убираем, чтобы нам ничего не мешало. Я думаю, теперь нам нужно слить масло. Снимать эту крышку и добираться до второго сальника. И по сути, если у вас потек вот этот сальник, вы можете даже дальше ничего не разбирать, просто слить масло, этот сальник оттуда выковырять и забить новый. Но я всегда шел таким, знаете, более сложным, может быть, но более интересным путем. Я раскручивал все вот эти болты, снимал крышку, как раз проводил ревизию редуктора, смотрел, в каком он состоянии, ну и тогда этот сальник снимается намного легче, когда у вас вот эта штука в руках. Сейчас же, по сути, мне нужно добраться вот сюда, и по идее можно открутить вот эти 4 гайки и полностью снять вот эту штуковину. Но не знаю, возможно, я сейчас для начала сниму вот эту часть, а потом уже буду снимать вот эту, потому что мне интересно посмотреть, что там, может быть, там есть какие-то еще крепления, чтобы когда я снимал, ничего я там не попортил. Поэтому, наверное, пойдем более долгим путем, но, наверное, более верным. Я не знаю, как бы я менял это в поле, но мне один болт пришлось откручивать ударной отверткой, потому что ни трещотками, ни чем я не мог его открутить. Здесь идет раз, два, три, четыре, пять, 6 болтов, звездочка Т40 и 2 мощных болта, звездочка Т50. Вот эти 2 мощных болта, один открутился без проблем, а один заставил попотеть. И я хочу сказать, что без ударной отвертки я бы его, скорее всего, не выкрутил.
Ну, будем иметь в виду. Его Величество карданная передача. Вот это вот главная, как она, шестеренка получается. И вот этот вот большой выходной сальник, про который я вам говорил, который всегда течет. Ну, кстати, обратите внимание, мотоцикла пробег 75 тысяч километров. Обратите внимание, состояние кардана, ему еще, дай бог, жизни бегать и бегать. Вот. Также у нас еще один сальник стоит вот там, туда, в глубине, за игольчатым подшипником. Но он сухой, с ним проблем нет. А вот потек у меня сальник, который стоит вот там. Судя по всему, мне сейчас нужно раскрутить эти 4 болта и снять вот эту вот весь кожух редуктора и смотреть, что ждет нас там дальше. Так, открутили 4 вот этих вот гайки закрытых, и по идее кардан должен отсоединиться. Вот он уже гуляет. Не знаю, если там никаких фиксирующих еще контрколец нету, то по идее сейчас он у меня снимется. Ух ты, ё-моё. Он снялся там в конце. Вот так новости. Вот так новости. Он вылез у меня весь. Обалдеть. Не знаю, хорошо это или плохо. Буду сейчас думать. Но он вышел у меня весь. И, кстати, я вам хочу сказать. Вот здесь внутри кардана куча грязи, куча песка. Обалдеть. А как он туда попадает? Получается, внутри вот этой вот штуки тут очень много грязи. Надо ее будет сейчас бензином всю вымыть. Видать, вот из-за этого песка, который сюда попал, вот этот песок, наверное, и сожрал мне вот этот вот сальник, который вот здесь стоит в конце. Судя по всему, в этом как раз и дело. Ладно, буду разбирать, буду мыть. В общем, ситуация следующая. Все это снялось вместе с валом, который идет от двигателя. В общем, я понял, сальник этот стоит вот там в глубине, но чтобы до него добраться, мне нужно вот это все разобрать, вытащить вал, вытащить вот эту вот втулку, судя по всему. Просто так легко это все не выходит, потому что сидит там на подшипнике. В общем, наверное, попробую сейчас снять вот это стопорное кольцо и посмотрю, что будет дальше. Так, в общем, следующее, что вам нужно знать, что вот этот вот вал, да, он отсюда так легко не выходит, потому что вот здесь вот тоже стоит резиновый пыльник. Его ничто не тормозит, тут нету никакого контркольца. Я вначале снял контркольцо, которое стояло вот здесь. Вот. Но дело в том, что оно тормозит вал от проваливания туда, но никак не обратно. Для того, чтобы вот эту штуку отсюда достать, я хорошенечко все помыл вначале бензином, потом залил ВДшкой и поступательными движениями вот так выбил. Вот здесь идет шестерня и пыльник. Внутри идет вот такой стакан с пружинкой. Соответственно, сюда входит вот эта вот передача. Наш сальник, который нам интересует, он стоит еще глубже за этим стаканом. Соответственно, нам нужно открутить вот эту гайку, которая здесь внутри. Она еще, что самое интересное, смотрите, она закерненная. Поэтому сейчас будем думать, как это сделать. Возможно, нужно поставить, собрать редуктор, чтобы там его зафиксировать и уже потом отвернуть вот эту гайку. Потому что пока мы не снимем вот этот стакан, у нас доступа к сальнику не будет. Так, в общем, я принимаю решение собрать обратно кардан, для того, чтобы у меня вот этот червяк был зафиксирован шестерней. И, наверное, потом я вообще все это поставлю на колесо, чтобы колесо его держало, и буду откручивать вот ту контргайку. Поэтому собираем в обратном порядке кардан. Затягивать пока не буду, просто от руки все закручу. Ну а потом в конце, когда будем все собирать, вы мне, пожалуйста, зрители мои дорогие, напомните, что нужно все протянуть. Тот еще квест, скажу я вам.
Так, ну теперь я думаю, надо положить колесо, одеть эту штуку на колесо, чтобы уже не вращалось. И попробовать открутить вот эту вот гаечку. Еще сейчас посмотрим, будет ли у нас такая глубокая головка, а то, может быть, придется ее покупать и только потом уже откручивать. Так, в общем, для дальнейших действий нам нужно колесо. Редуктор я в обратном порядке собрал, наживил болты, и теперь мне нужно открутить вот эту гайку. Тут еще стояла пружинка, из-за чего я подумал, что мне нужна будет длинная головка, но пружинка, в принципе, снимается. И вот она головка на 27. Без проблем обычной головкой с удлинителем мы открутим, но как только мы начнем крутить, у нас начнет вращаться редуктор, и нам нужно его зафиксировать. Поэтому одеваем на колесо, и при помощи колеса, я думаю, у нас должно получиться его открутить. Там стоит кернение, закерненная гайка, соответственно, когда будем собирать в обратном порядке, нужно будет также ее закернить обязательно. Интересно, она вращается. Так, а что ж мне сделать, чтобы она перестала вращаться? Как зафиксировать? Так, в общем, ситуация такая, что один я это открутить не могу. Почему? Потому что все собрано, к колесу пристегнуто, но как только ты начинаешь крутить вороток, у тебя крутится и редуктор на колесе. Ну что, вчера разобрал сколько смог, и давайте небольшой промежуточный интервал. Значит, вот здесь вот я все вымыл, здесь была грязь, был песок. Не знаю, наверное, от времени через вот это вот отверстие, которое служит дренажом, сюда попадала пыль, грязь, может быть, еще откуда-то. Но я больше мест не нашел, потому что здесь, в принципе, все плотно сидит. Ну, в общем, я здесь все вымыл, здесь теперь все чистенько. Там наверху крестовина, в которую вставляется вот этот вот вал, вот этой стороной. Нет никаких проблем, при сборе просто засовываете и вставляете. Здесь же на конце шестеренка, которая входит в редуктор. Здесь небольшой пыльник, надо вынимать это все дело аккуратно. Ну и, собственно, сам редуктор, я его отмыл вот насколько смог. Значит, моя задача какая? Моя задача раскрутить сейчас вот эту вот гайку. Она была закерненная, керн я чуть-чуть поправил, но открутить ее штатными способами в гараже не могу. Пытался и держать редуктор, который вращается, пытался вот эту вот цангу зажимать в тиски. Ничего не получается. Я думаю, нужно мне вот вместе с колесом сейчас куда-нибудь на станцию подъеду, где есть пневмопистолет. И пневмопистолетом попробую провернуть эту гайку. Здесь гайка идет на 27. Ее сниму стакан, и уже за ним, насколько я понимаю, вон он, я вижу, там наш сальничек, который нужно менять. Поэтому еду на станцию, потому что у меня в гараже пневмопистолета нету. Кстати, упущение, я думаю, надо будет приобрести. А то мало ли еще владельцы супертеннери приедут на замену сальника, а я помочь не могу. Да? 100%, да? Конечно. О, красота. Да? Так, ну с наличием пневмопистолета, конечно же, все намного проще. Гайка открутилась без проблем. Единственное, что нужно понимать, это то, что потом нужно все затянуть. И очень внимательно вот с этой шайбой нужно. Здесь у нее написано вот out. Out это наружу. Соответственно, вот как вы его разобрали, так нужно потом будет и собрать. Обязательно затянуть. Степень затяжки, как я понял, значения не играет. А вот установка шайбы значение играет однозначно. И вот уже у нас открылся сальник. Вот он, за ним идет большой подшипник основной, на котором крутится гипоидная пара. Сейчас я тут все бензинчиком вымою, достану сальник и буду устанавливать новый. Так, ну по-хорошему сальник выходить не хочет. Приходится выдирать его оттуда варварским путем, потому что очень плотно он сидел. И вот только благодаря тому, что я его изуродовал, вот получилось его достать. Вот такой вот он. Причина была в нем. Течь была с него. Ну а внутри вот там подшипник основной. Сейчас мы еще раз тут все помоем, протрем. И будем ставить новый сальничек. Все хорошенечко смажу литолом. И буду аккуратно забивать в
внутрь новый сальник. Сальник оригинальный, напомню, брал его в Москве у официального дилера Yamaha вместе с большим сальником, который вот здесь стоит выходной. И вот лежал он у меня, ждал момента. Пружинку снял, протянул, проверил. И будем аккуратненько ставить, забивать. К сожалению, оправки у меня вот такой большой нету. Поэтому будем заколачивать подручным инструментом. Есть у меня вот здесь такие гладенькие кернышки. Будем аккуратно по кругу его забивать. Так, ну все, на сальничек встал. Я надеюсь, сальник я поставил правильно, не повредил. И теперь устанавливаем вот эту вот шайбу надписью out наружу. И закручиваем гайку, которая должна потом будет у нас быть закернена. Но поеду я ее закручивать на станцию пневмопистолетом, потому что, повторюсь, в гаражных условиях открутить у меня ее не получилось, соответственно, и затянуть толком тоже не получится. А с пневмопистолетом это сделать будет намного проще и быстрее. Вывод какой? Вывод: нужно покупать себе пневмопистолет. Вот она, замятие гайки, а вот вмятина в этом. Соответственно, мы сейчас чуть-чуть ее там, ну, пока без фанатизма. Сейчас, подожди, я возьму ее, что она поедет. Вместе. Чуть-чуть еще можно, ну вот буквально дец-дец. Стало, да? Так, с помощью пневмопистолета гайку мы затянули. Гайка стала четко на то же место, где она первоначально и была закернена. Сейчас возьму керн, закерню ее и дальше в порядке в следующем, как разбирали, ставим вот эти две шпильки, ставим пружинку и уже дальше ставим ось с пыльником. Но в первую очередь нужно здесь вот поставить керн. Все работает. Теперь нужно протянуть вот эти вот болты и в принципе будем собирать дальше. Напомню, ставится эта пружина и на нее одевается главный вал передачи, который идет от коробки сюда на карданный вал. Но перед этим нужно еще поставить нам шпильки. Так как шпильки сидели здесь на резьбовом герметике, я также купил фиксатор резьбы и, соответственно, сейчас буду сажать их на фиксацию. Закручивать шпильки намного приятнее, чем их откручивать. Я гнезда там почистил, все, продул. И с резьбовым герметиком закручивается очень хорошо. Ну и потом, соответственно, он там прихватится и будет держать. Теперь вот в это соединение мы должны вставить вал. Главная передача. Здесь вот стоит такой, смотрите, пыльник. Это не сальник, это пыльник, чтобы грязь и мусор не попадали вот туда внутрь, на это шлицевое соединение. Сейчас я все это продую и буду собирать с литольчиком, конечно же. Так, аккуратненько собираем. Вот эта шестерня большая заходит у нас сюда, в шлицевое соединение. Тут стоит пыльник. Сейчас я это все обильно помажу литолом и буду собирать. Так, гайка затянута, шайба там стоит, пружина стоит. Никаких запчастей я вроде не забыл. Собираем. Собираем. И вот здесь вот плотненько нужно посадить пыльник. Потому что он тут довольно-таки плотно сидит. И выходил он у меня не так просто, как может показаться. Приходилось его
выталкивать оттуда. Ну, садится довольно-таки просто и легко. Видать, потому что я все почистил, все помыл и смазал. Потому что когда я снимал, тут все было, мягко говоря, не чисто. И пыльник выходить так легко не хотел. В принципе, насколько я понимаю, он уже на своем месте. Простучу сейчас на всякий случай, чтобы он точно сел. Ну все, вот. Ось зашла на свое место. Сейчас я еще вот сюда, наверное, набью литольчику, чтобы меньше грязи, мусора там скапливалось. И будем ставить на мотоцикл. Так, ну что, по факту у нас все собрано. Этот стакан на месте. Напомню, чтобы снять его, поставить, нужен пневмопистолет, головка на 17. И, соответственно, не забудьте его закернить, когда все соберете. Все работает. Нам нужно протянуть сейчас редуктор, гайки, которые я откручивал. А это все уже смазать литольчиком, наконечник, и вставлять туда в маятник мотоцикл. Там у нас идет крестовина на конце. Соединяется вот так напрямую, без всяких сальников. В общем, протягиваю и будем ставить на мотоцикл. Так, чехол я вымыл. Вон там в конце, если вам видно, вон видите, там в конце шлицы, крестовина. Туда заходит у нас непосредственно вот этот вот вал. Кстати, вот разобрав вот это место в первый раз за 10 лет, за 75 тысяч километров эксплуатации, я понял, что надо было делать это раньше. Потому что здесь скапливается всякий мусор, шмурдяк. Его потом подносят вот сюда. И в принципе вот здесь вот все вращается уже вращается с мусором. Поэтому я думаю, в принципе, чтобы это место почистить, нужно отвернуть вот эти вот 4 гайки. И все. И можно будет провести ревизию, здесь убраться, скажем так, помыть. Это вообще не сложно. Поэтому если у вас мотоцикл пробежал уже, там, не знаю, 50 тысяч километров, и сальник этот до сих пор не потек, обязательно залезьте, помойте. Вот здесь вот дольше проходит. Так, ну а я начинаю собирать. Предварительно мажу наконечник вот этот литолом, шлицы, и будем собирать. Я надеюсь, что я попаду вот в те шлицы, которые в конце с первого раза. И я очень-очень надеюсь, что в этом нет никакой сложности. Потому что шлицы эти находятся довольно-таки глубоко. И если я не попаду, то я даже не знаю потом, как мне это делать. Ну, в общем, вроде должен зайти туда шлиц, и все должно быть нормально. Так, поехали. Соответственно, вставлять будем все на ощупь. Так, ну, наверное, все. Как проверить? Проверить не знаю, как покрутить. Вот так она у меня, значит, крутится. А если я включаю первую скорость, все, она не крутится. Значит, все, вал у меня зашел. Теперь ставим 4 гайки. Вернее, 4 шайбы ставим. И 4 гайки затягиваем. Тут гайки на 14, если не ошибаюсь. Такие вот закрытого типа. Так, ну вроде все. Кардан на месте. Здесь я протяжечку сделал, все помыл. И теперь мне нужно залить в него масло и завести мотоцикл, да протестировать, все ли я правильно собрал. Итак, друзья, ну что, давайте подводить итог. К слову сказать, нету нигде на YouTube обзора о том, как меняются сальники в этом редукторе на Yamaha XT1200Z. И вот наконец-таки такой обзор теперь у нас будет. Я надеюсь, он вам пригодится. Ну вот, я думаю, наглядно стоит вам показать задний редуктор в разрезе. Это у меня полноценный мануал. И что самое классное, каждая запчасть
идет со своим серийным каталожным номером. Вот, допустим, у нас идет сальник номер 4. Это тот сальник, который я еще ни разу не менял. Он здесь стоит на выходе. Его заводской номер, вот он. Я вам продублирую его на экране. Дальше у нас идет сальник, вот он, 14, который мы меняли с вами в этот раз. Вот его оригинальный заводской номер. И также у нас есть с вами два сальника. Сальник номер 25, вот он, который чаще всех течет, соответственно, я его уже 2 раза менял, вот его заводской номер. И есть еще пыльник, который я вот хотел бы заменить, но, к сожалению, вот его заводской номер, к сожалению, этого пыльника у меня не было. Вот здесь он стоит на главном валу, на передаче, которая идет от коробки к кардану. Честно признаюсь, без мануала было бы, наверное, это все намного сложнее, и поиск запчастей, и все остальное, но благо он у меня есть. Спасибо одному хорошему человеку, который в свое время мне его подарил. Ну что, друзья, в принципе, мы с вами убедились, что ничего сложного в замене этого сальника нету. При наличии стандартного инструмента вы это сможете сделать. Единственный нюанс, это, конечно, вот эта гайка на 27. Она закернена, и нужен пневмопистолет, чтобы ее провернуть. А так, очень всем советую, у кого Yamaha Super Tenere, вот залезть сюда и провести ревизию вот этого чехла. Потому что в этом чехле скапливается пыль, грязь, вода. Здесь есть маленькое сливное отверстие для того, чтобы все это выливалось. Но, сами понимаете, все это не уходит. Все это скапливается там и идет как раз таки вот сюда, к этому сальнику. Я думаю, в принципе, можно потратить час времени, открутить 4 гайки, все там помыть бензинчиком, продуть пистолетом и собрать все в обратном порядке. Я думаю, сальник ваш поживет дольше. Но и тем не менее, несмотря на то, что я этого никогда не делал, с тех пор, сколько я владею этим мотоциклом, прошло 10 лет, 76 тысяч пробега, и вот он потек. И потек он, как я понимаю, после северов, после Териберки, потому что там внутри была куча песка вот этого, по которому я там ездил. Ну что, друзья, по факту советую вам ремонтировать свои мотоциклы вовремя, ставить на них правильные оригинальные запчасти. Ну и, конечно же, друзья, все это делается для того, чтобы вы могли как можно больше путешествовать. Поэтому, друзья, путешествуйте. И всем добра!